Еще раз здравствуйте. В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. Мы продолжаем говорить о самых главных и интересных событиях в мире футбола. Как я и обещал в предыдущей части нашей программы, сейчас речь пойдет о переходе молодого футболиста, воспитанника «Динамо» Ивана Соловьева в питерский «Зенит». Вокруг этого перехода написано, сказано невероятно много. Вы знаете, об этом можно было уже поговорить и в предыдущей нашей программе, но, честно говоря, тогда мне не хватило просто информации для того, чтобы более-менее объективно как-то обсудить эту ситуацию. И вот то время, которое прошло, показало, что здесь я оказался прав. И та информация, которая появилась изначально в средствах массовой информации, отличается от того, что мы имеем сейчас. Я напомню, что где-то около полутора недель назад появилась информация, появилась она в газете «Спортэкспресс», если не ошибаюсь, первым написал об этом, что полузащитник московского «Динамо», воспитанник этого клуба Иван Соловьев переходит в питерский «Зенит» на правах свободного агента, то есть «Динамо» не продлила с ним контракт, вернее, они уже предложили, когда контракт заканчивался, продлить его, но Соловьев отказался, так как у него уже было предложение от питерского «Зенита». При этом называлась фантастическая абсолютно сумма зарплаты Ивана Соловьева, который должен был получать 1,5 миллиона долларов чуть ли не в месяц. Конечно, эта сумма зарплаты и условия перехода вызвали просто бурю в футбольных кругах. Высказались по этому поводу, по-моему, все. Говорили и о том, что молодые футболисты совсем потеряли совесть, и вот они предают родной клуб за деньги, и так далее, и так далее. И действительно, в общем, честно говоря, эта информация не оставила равнодушным и меня, и я обменивался мнениями с коллегами, с журналистами, и, в общем, все как-то недоуменно пожевали плечами. Ну, действительно, 19-летний футболист, который в прошлом году впервые вышел, в 2012, впервые вышел в основном составе взрослой команды «Динамо», сыграл 6 игр, отдал 2 результативных передачи. Вот, собственно, все подвиги Ивана в московском «Динамо». Безусловно, о нем говорили как о парне перспективном, игроке юношеской сборной России, о том, что у парня есть перспективы и так далее. Но, конечно, такая сумма перехода, такая сумма зарплаты, она как-то не соотносилась с его заслугами. Затем дым начал рассеиваться над полем битвы. Выяснилось, питерский «Зенит», руководство абсолютно категорично отвергло вот эти суммы, которые якобы собираются платить Ивану Соловьеву. Было сказано о том, что получать он будет 300 тысяч долларов за сезон, причем. Вот, это, конечно, уже более адекватная сумма для перехода. Но я подчеркну еще раз, что ни вот эти слова руководства питерского «Зенита», ни то, что приводилось до этого сумма там, в 1,5 миллиона долларов, она не подтверждается никем в основном. Вообще все вот эти мифы, все эти разговоры, скандалы вокруг нашего футбола возникают в основном, я об этом уже не первый раз говорю, в основном из-за того, что у нас непрозрачные абсолютно и бухгалтерия клубная, и вот эти переходы и так далее. Все это такой затуманной, такой завесой, пеленой тайны некой. Видимо, не просто так эта тайна создается. Видимо, все-таки эти деньги как-то ходят в разные направления и не всегда попадают в те карманы, которые должны попадать и так далее. Иначе других объяснений у меня нет этому. И, в общем, именно из-за этого возникает вот такая вот неразбериха и вот такие вот скандалы. Кто в итоге пострадал? Да, там журналисты пошумели, высказались ветераны «Динамо» московского, высказались ветераны «Зенита», болельщики. Одни сказали, что куда это тратит деньги наш клуб, на непонятных футболистов. Другие сказали, что наших талантов забирают и перекупают и так далее. В общем, все высказались. Кто пострадал? На мой взгляд, один из немногих пострадавших, если не брать
клуб «Зенит» вообще, вокруг которого и так очень много всяких происшествий и скандалов, то больше всего пострадал сам футболист Иван Соловьев. 19-летний парень, на которого вылили ушаты просто грязи, обвинили во всех грехах. Может быть, в чем-то он действительно и виноват в этой ситуации. Может быть, допускаю это. Но то, что он оказался крайним в этой ситуации, это абсолютно точно. Теперь получает он эти 1,5 миллиона, не получает, получает он меньшие деньги. Кстати, зарплата его в «Динамо» была 35 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, в общем, не самая высокая зарплата, особенно на фоне того, сколько получают в нашем футболе. Потом, ну, наверное, не сам парень виноват, что его контракт, который у него заканчивался с «Динамо», решили продлить в самый последний момент. Они занялись этим полгода назад, если уж это парень перспективный и так был нужен московскому «Динаму». Ну, наверное, руководству надо было как-то заранее заниматься этим. Тем более, что свободный агент в условиях, когда нехватки талантливых молодых футболистов в России, естественно, на него должны были найтись претенденты. Я не знаю уж за какие деньги, но Соловьеву точно бы нашлось место во многих футбольных клубах, не только в «Зените». «Зенит» получил свободного агента, то есть им не пришлось платить за него деньги клубу, а это приличные деньги по нынешним временам за российских, за молодых, особенно талантливых футболистов. Поэтому «Зенит» как раз сэкономил, и вполне возможно, что именно эти деньги он отправил на то, чтобы там, дать какую-то зарплату Соловьеву достойную. Не говорю, что он там стоит сейчас тех денег, про которые изначально говорилось, но что-то мне подсказывает, что эти деньги действительно не платили. Возможно, что это единоразовая выплата за подпись и так далее. Там много есть нюансов. Но в итоге я могу сказать, что сейчас парень молодой получил порцию от критики со всех сторон. Вполне возможно, что его не очень хорошо встретят и фанаты «Зенита», которым могло не понравиться вот такое вот, такие вот суммы, которые стоят и о которых говорили. А питерские болельщики могут кого угодно загнобить, я бы так сказал, грубо, не только молодого 19-летнего парня. Поэтому, в общем, если говорить о потерпевших в этой истории, то это, конечно, молодой футболист. У нас и так их не так много, чтобы вот так ими наносить им такие психологические удары и так далее. Конечно, в чем-то, может быть, он и сам виноват, но не будем забывать, что это молодой 19-летний парень, который вряд ли еще понимает вообще, что отчетливо, что происходит вокруг его имени, вокруг его фигуры и так далее, который, конечно, озабочен своим будущим и тем, как будет развиваться его спортивная карьера. Да и потом я тем, кто критикует его, хочу задать один вопрос сакраментальный. А вы бы отказались от зарплаты 1,5 миллиона долларов, если бы вам ее предложили? Ну вот задумайтесь над этим, и может быть тогда не так будете сильно критиковать этого молодого мальчишку. Спасибо. На этом все. Я думаю, что через неделю у нас будет о чем поговорить в российском футболе, да и не только в российском, и о кубках, и о том, как проходят чемпионаты стран европейских. Много интересного всего сейчас с весной приходит в нашу жизнь футбольную, поэтому будем следить за тем, что все, как это будет развиваться. Ну и, естественно, встречаться на Вестнике Кавказа.